Привет, армия! Фанаты наблюдали, как связь между Ким Тэхёном Ви и Чон Джунгуком развивалась от игривых братьев на сцене до двух из самых эмоционально связанных участников BTS. Но за улыбками, внутренними шутками и украденными взглядами всегда таилось нечто глубже, нечто невысказанное. И затем одной тихой ночью Тэхён наконец нарушил молчание. Это не произошло во время концерта и не в публичном интервью. Это случилось в момент, который казался почти слишком личным, чтобы мир это увидел. В прямом эфире, где Тэхён неожиданно откровенно заговорил о человеке, который был рядом с ним с самых ранних дней BTS. «Джунгук, я давно хотел сказать это», — мягко начал Тэхён. Голос его был серьезным, но спокойным. «Иногда молчание — это способ защитить то, что для тебя важнее всего». Чат взорвался мгновенно. Миллионы фанатов замерли, сердца забились чернее. Что он имел в виду? О ком он говорил? И тогда Тэхён произнес имя, которого все так ждали. Джунгук. Джунгук всегда был рядом, даже когда я не просил его быть. Есть вещи, которые он сделал для меня, о которых никто никогда не узнает. Одно это предложение изменило все. Годами фанаты строили догадки об их отношениях. Те моменты Тэйкука, которые заполнили соцсети теориями, монтажами и бесчисленными обсуждениями. Но на этот раз это было не предположение, это был сам Тэхён, наконец прервавший молчание, подтвердивший, что за связью, которую мир видел все это время, есть правда. Но то, что по-настоящему потрясло фанатов, последовало далее. Тэхён долго смотрел вниз, видимо взволнованный, прежде чем добавил нечто, что ощущалось почти как признание. Был период, когда у нас все было не так, думаю, люди это чувствовали. Но мы выросли, мы научились любить друг друга лучше, не как айдолов, а как людей. Мир замер. Слова «у нас все было не так» задели глубоко. Все вспомнили тот тихий период несколько лет назад, когда Тэхён и Джунгук казались отстраненными. Меньше взаимодействий, более холодная энергия на групповых мероприятиях. Фанаты это заметили, и сейчас Тэхён подтвердил это. Но еще сильнее звучало сообщение, последовавшее затем, о взрослении, прощении и той связи, которая может исцелить только время и понимание. Потому что любовь, будь то платоническая или нечто большее, никогда не бывает простой. Тэхён не называл конкретных эпизодов, но те, кто следил за BTS годами, знали, о чем он говорит. Об эпохе 2018-2019 годов, когда графики группы были неумолимы и напряжение было велико. Это был период, который многие армии считали испытанием для их дружбы. И все же то, как Тэхён говорил о Джунгуке сейчас, было наполнено не сожалением, а восхищением. Я видел, как Джунгук становился сильнее, увереннее, но для меня он все еще тот мальчик, который приходил в мою комнату поздно ночью просто поговорить о музыке, о жизни. Это никогда не изменилось. Это было нежным, уязвимым и откровенным. К концу одного этого единственного эфира слова Тэхёна о Джунгуке стали мировым трендом. Фанаты плакали, кричали, анализировали каждое слово. Кто-то чувствовал, как у них тает сердце от привязанности в тоне Тэхёна. Другие ощущали тяжесть его честности, тихие года, трудности и теперь примирение, которое говорило громче любых слов. И пока интернет пытался расшифровать каждое скрытое значение, одно было совершенно ясно. Тэхён наконец сказал то, что миллионы чувствовали все это время, что Джунгук для него был не просто другим участником, он был чем-то намного ценнее. Для большинства фанатов признание Тэхёна показалось внезапным, как будто он случайно выбрал именно этот эфир, чтобы открыть свое сердце. Но те, кто хорошо знает BTS, понимали, Тэхён никогда не делает ничего без смысла. Каждое слово, каждый взгляд, каждая пауза имели свою историю. А эта история началась задолго до той ночи, во время одной из самых тяжелых глав BTS в 2019 году. Когда BTS была на пике славы, участники тихо рушили под тяжестью ожиданий. Их графики были забиты, сон был редкостью, эмоции на пределе. Давление оставаться переправильными перед миллионами начало тихо разъедать их изнутри. Тэхён, которого знали по теплому характеру и свободному духу, начал отстраняться. Он меньше улыбался, его смех в кадре казался немного натянутым. И Джунгук, который всегда был внимателен, был одним из первых, кто это заметил. Фанаты не видели того, что происходило за кулисами, ночей, когда Джунгук тихо стучал в дверь Тэхёна, просто чтобы спросить: «Хён, ты в порядке?» Ему не нужно было много говорить, иногда Джунгук просто сидел, он не говорил, он не пытался меня исправить, он просто оставался. Это было началом чего-то, что никто из них не мог полноценно описать, тихого взаимопонимания, которое пронесло их сквозь года бурь. Но по мере того, как их связь углублялась, усиливался интерес мира. Фанаты начали разбирать каждый взгляд, каждое слово, превращая их дружбу в заголовки и теории. И когда шум стал громче, двое начали отдаляться не из-за ненависти, а из-за недопонимания. В эпоху Map of the Soul Тэхён и Джунгук редко взаимодействовали публично. Интервью, которые раньше были полны смеха, теперь несли в себе едва заметную дистанцию. Энергия между ними изменилась, и армия это сразу почувствовали. Это было больно, признался Тэхён в том роковом эфире. Когда люди, которых ты любишь, вдруг становятся чужими, внутри что-то ломается. Но я никогда не переставал заботиться. Я просто не знал, как это показать. Эти слова прокатились по соцсетям как гром.
Фанаты вспоминали те года, слабое напряжение, избегание зрительного контакта, моменты, когда оба казались потерянными в своих мирах. За гламуром мировой славы двое молодых людей, которые когда-то делились всем, боролись, чтобы найти путь обратно к друг другу. Но у Вселенной есть свой способ сводить людей, когда приходит время. Это случилось одной ночью в начале 2022 года. BTS готовились к концерту Permission to Dance в Сеуле, своему первому большому выступлению после лет изоляции из-за пандемии. Тэхён сидел один в гримерке, настраивая гитару, погрузившись в мысли. Джунгук тихо вошел, держа в руках 2 чашки кофе. То, что последовало далее, позже стало одним из самых эмоциональных прямых эфиров в истории BTS. Ночь полная смеха и история теплых моментов с ARMY по всему миру. Атмосфера была легкая, полна подразниваний и бесконечных улыбок. Фанаты заполнили чат сердечками и комментариями, выражая любовь к двум айдолам, которая связь всегда казалась неразрываемой. Но никто не ожидал того, что должно было произойти далее. Джунгук, который сидел рядом с Тэхёном, сначала выглядел расслабленным. На его губах играла привычная застенчивая улыбка. Он всегда находил утешение рядом с Тэхёном, тем, кто мог насмешить его даже в самые темные дни. Их дружба была больше, чем слова. Она строилась на годах общих мечт, испытаний и тихого понимания. И все же, когда Тэхён в той ночи стал говорить, его тон изменился. Он стал мягким, но тяжелым. Его слова несли что-то глубже, что коснулось самой сути сердца Джунгука. Тишина, последовавшая за словами Тэхёна, не походила ни на что фанаты когда-либо видели. Его голос слегка дрожал, он был полон искренности и уязвимости. «Джунгук, иногда мне кажется, ты не осознаешь, насколько ты много для меня значишь». Комментарии взорвались мгновенно, ARMY по всему миру не могли сдержать эмоций. Джунгук замер, у него на глазах блеснули слезы, он пытался улыбнуться сквозь светную волну чувств. Тэхён не шутил, он не дразнил, он говорил от всего сердца. Тэхён продолжил, взгляд его был прикован к Джунгуку. «Ты носишь на себе так много, всегда стараясь быть сильным для всех, но тебе не нужно делать это все время, ты тоже человек». Это был момент, когда контроль Джунгука дал трещину. Он отводил взгляд на мгновение, быстро моргал. Когда он наконец ответил, голос его был тих. «Хён, ты бы и не представляешь, насколько это много значит». Чат заполнился сообщениями типа «Я плачу, они так любят друг друга, и это самый искренний момент». Хотя миллионы наблюдали, этот момент казался глубоко личным, как взгляд в сердца двух братьев, которые пережили все вместе. Годы шли, и Тэхён с Джунгуком шли бок о бок через хаос славы. С самых ранних дней BTS, когда они были просто парнями, которые пытались выжить в индустрии до глобального суперзвездного статуса, их связь только крепла. Они были не просто коллеги по группе, они стали семьей. Джунгук всегда восхищался Тэхёном не только как старшим братом, но и как человеком, который понимал его без слов. Тэхён, в свою очередь, всегда восхищался страстью Джунгука, его дедикацией и чистым сердцем. За кулисами их связь многократно испытывались, долгие ночи, усталость, травмы, позление публики и личная боль. Они делились это все. И через это все они стали эмоциональными опорами друг для друга. Поэтому, когда Тэхён сказал эти слова в ту ночь, это было не просто заявление, это были годы невысказанной благодарности и любви, которые наконец произнесли вслух. Фанаты не знали, что Джунгук молча боролся несколько месяцев. Он носил на себе груз ответственности, давление быть прекрасным и одиночество, которое часто сопутствует славе. Тэхён заместил это уставшие улыбки, тихие ночи, моменты, когда Джунгук смотрел никуда. Он пытался помогать мелочами, шутками, маленькими жестами или просто своим присутствием. Но в ту ночь Тэхён хотел, чтобы Джунгук услышал это прямо. «Ты не один». И эта простая крещина ломала Джунгука. Слезы скользили по его лицу, пока он пытался скрыть их смехом, но Тэхён не отводил взгляд. Он мягко улыбнулся, протянул руку и похлопал Джунгуку по спине. «Все в порядке, Куки, ты сделал достаточно, мы тобой гордимся». Для Джунгука эти слова ударили сильнее всякого приза, всякого похвалы или всякого заголовка. В считанные минуты клипы с этим моментом разлетелись по всем платформам. Фанаты переводили, монтировали и перевыкладывали их с подписями типа «Это сломала меня настоящая дружба» и слова Тэхёна, которые были нужны каждому ARMY. И в этот момент мир вернулся, что история BTS продолжает трогать миллионы, потому что за пределами славы и идеала их связь остается глубоко красивой и человечной.